Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён залип. 근데 1년에 한 번씩 낳긴 하지. 네, 1년에 한 번씩 하세요. Тэйкук смотрят на друг друга. Их флирт, как всегда, беспощаден. Вообще, да, у компании не было выбора, только все вырезать, ибо, даже сидя на разных концах стола, они все равно постоянно флиртуют. То, как они хихикают. Слово Чангука на карточке «Джин», и Тэхён на самом деле сказал, он такого же размера, как Джин, в качестве намека, и то, как Чангук засмеялся и указал на Тэхёна, когда он понял намеки, что его Тэхён играется с ним. Тэхён не может не приставать к своему мужчине ни на секунду. Радости нет предела, когда он показал Тэхёну, что понял его намек. «Я не могу. Два мистера очевидность». Для участников, угадавших заданное слово, был приз «Право сделать селфи в повязке». Тэхён угадал, поэтому вот его фото. Ну какой же красавчик. Тэхён знает все подробности о Чангуке. Вопрос: чем вы занимаетесь в свободное время? Чангук говорит: ничего не делаю. Тэхён отвечает: недавно Чангук читал книгу. Девятое место. Слушайте, а чего мы с вами не обсудили это? Как Чангук кормит Тэхёна со своей вилки, позволяя облизывать ее, а потом спокойно облизывает эту вилку сам. Чангук, который чистоплюй до кончиков ногтей, но делает подобное с Тэхёном. Брезгливый Чангук, который не брезгует есть с одной вилки с Тэхёном, стирать свои вещи с его. Потому что что? Любит он этого парня. Восьмое место. Совпадение или нет? Тэйкук Саултвинс называют себя папами при виде своих малышей. Это так громко. Особенно перед службой в армии. Чангук и Тэхён поют «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не меняйся. Потому что я люблю тебя, да, я люблю тебя. О, я люблю тебя такой, какой ты есть. Пожалуйста, 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 не меняйся».
Эти Тэйкук. Безумно милые Тэйкук в ободках с лягушатами. Седьмое место. Они такие тут домашние. Шестое место. Поведение пары. В DNA Тэйкук показали, что между влюбленными нет преград. Это определенно их песня. Посмотрите, как они счастливы, танцуя свою партию вместе, улыбаясь. Тот самый момент, когда ты уже влюблен, все время хочешь ходить хвостом и трогать, просто касаться. И все время хочется дышать им, закутаться в него, просто обернуть собой, и даже минута не рядом, как вечность. Она такая, это любовь. Когда они начинают флиртовать? В тот день они были в режиме полного флирта. Это будет особенная ночь с Чангуком. Тэхён прям так и пропел в Бон Вояже, когда они стирали вместе, а потом ушли вместе спать хихикая, расправляя новое одеяло, потому что Чангук чувствителен к запахам. Эта эра была особенной. Когда Тэхён попросил Чанука включить Тане в благодарственное письмо «Мац Персона», Чангук написал «Благодарность и Таня». Тэхён попросил меня включить тебя. Танна, из-за тебя мое сердце проходит через многое. Тэйкук – уникальная пара. Они не только любящие друг друга мужчины, но и друзья, которые могут вместе веселиться, дурачиться и шутить, как над другими, так и друг над другом.
5 место. А помните, как Чонгук всегда менял партию лата с him на her, но в тот день он спел I make him never think about cheating. Я сделаю так, чтобы он никогда не подумал о измене. Как приход Тэхёна влияет на Чонгука? Четвертое место. Забота. Тэхёну было страшно из-за того, что им нужно было сесть на аттракцион, который раскачивается и поднимает на высоту. Он сказал, что боится высоты, на что Чонгук тогда ответил: «Смотри только на меня». 고소공포증은 이런 건 없어요. 그냥 높은 데서 이제 아래 봤을 때만 그냥. 높이 올라가요. 저까지 올라가요. 나만 봐요, 나만. Когда Чонгук увидел, что настроение Тэхёна испортилось, поэтому он просто попытался слегка пощекотать его грудь, чтобы подбодрить его, потом они оба рассмеялись. Чонгук не позволит Тэхёну оставаться в плохом настроении. Третье место. Новости Чонгука и Тэхёна. Появилась информация, что Тэхён — солдат первого взвода под номером 001. Нет, ну камон, он даже тут король. Вау! Теперь в приложении The Camp можно оставлять письма, которые сможет увидеть Чонгук и группа новобранцев на выходных, когда ему можно будет использовать свой телефон. Кафе страница The Camp Тэхёна открылась. Теперь вы можете написать письмо, и Тэхён тоже. Он прочитает его на выходных и праздниках, когда будет доступен телефон. 27-й полк, 3-й учебный корпус, 10-я рота. Для этого нужно скачать приложение и зарегистрироваться там. Приложение только на корейском языке. Выберите учебный корпус в нижнем меню. Найдите Тэхёна Кима. Присоединяйтесь. Расписание Тэхёна на сегодня. Физические, боевые навыки, проверка физической силы, проверка психологической и ментальной силы. Мышечная сила, духовная сила, ментальная сила представляет собой викторину с вариантами ответов «верно» и «неверно», которая проверяет историю учащихся, ловкость и чувство безопасности. Информация о новом графике смен Чонгука на сегодня. Формальное обучение, отработка предписанных формальностей и способов движений, которые отдельные лица и части вооруженных сил должны выполнять дисциплинированно и единообразно в повседневной жизни при построении строя на военных парадах. Поза для метания гранаты, персонализация предварительного обучения, основы разборки и сборки огнестрельного оружия, положение при стрельбе, оказание первой помощи. Завтрак Тэхёна, рис, суп из ростков фасоли, мапа тофу, острый соевый творог, тушеные яйца, кимчи. Завтрак Чонгука, рис, суп из соевой пасты, жареная колбаса с овощами, нябиани на гриле, тонко нарезанное мясо, кимчи, горячий шоколад. Обед Тэхёна, рис, будычжигая, тушеное мясо, утка пулькоги, чивигячари, чесночные листья с приправой, редис, сам, кимчи. Обед Чонгука, рис с черной фасолью, рагу из соевой пасты, утка пулькоги, рагу из кальмаров, кимчи, виноград.
Ужин Тэхёна. Бибимпап, суп из соевой пасты с зеленью, рулет из жареных морских водорослей, жареное яйцо, кимчи из китайской капусты, атаги тофу удон, молоко со вкусом банана. Ужин Чангука. Рис, острый куриный суп, жареная острая свинина с пастой из красного перца, острый тушеный тофу, кимчи из китайской капусты, банановое молоко. Командир 10-й роты, в которой сейчас находится Чангук, написал приветствие всем стажерам и их близким. Привет. Это капитан Ли Ван Хи, командир роты, отвечающий за 23-ю и 22-ю тренировки новобранцев 5-й дивизии. Прежде всего, мы хотели бы выразить искреннюю благодарность родителям, которые доверились армии Республики Корея и доверили нам своих драгоценных детей. Я думаю, что после того, как вашего любимого сына, семью и друга отправили в армию, вы испытываете много беспокойства по поводу того, хорошо ли он проходит обучение и испытывает ли он какие-либо боли. В настоящее время курсанты 10-й роты усердно тренируются, чтобы вырасти в великих солдат, и все они здоровы и хорошо образованы. Как командир роты, я обещаю ставить наших стажеров на первое место и делать все возможное, чтобы они могли сосредоточиться на обучении в лучших условиях и завершить свое обучение здоровым образом. Что касается питания, мы подаем заявку на дополнительные 120% численности солдат для обеспечения качественным питанием, чтобы не было дефицита. И выполняем свои обязанности по обеспечению гигиеничного и сытного питания от приготовления до уборки под контролем руководителей каждый прием пищи. Кроме того, заранее готовятся ретортные продукты, банки тунца, морские водоросли, маддаши, чашка рамен, чтобы подготовиться к достаточному питанию, а также предоставляются сладкие продукты, шоколадные батончики, напитки. Мы гарантируем время для приобретения продуктов по индивидуальному вкусу в выходные и будние дни. У вас может быть много опасений, но мы принимаем соответствующие меры, такие как проведение тренировок в закрытых лекционных залах с учетом погоды в случае непогоды, поэтому я надеюсь, что вы не слишком беспокоитесь. Закончу свое поздравление пожеланиями мира и счастья всем семьям. Фотографии загружаются после проверки безопасности. Они будут загружаться 1 или 2 раза в неделю, и мы сделаем все возможное, чтобы вы увидели как можно больше фотографий. Сеул начинает праздновать день рождения Тэхёна. Чангук для Ириасм. Вопрос. Если бы вы могли описать свой альбом 3 словами, как бы вы описали Голден? Ответ Чангука. Первое, что приходит на ум, это слово «вызов». Дальше вызов, путешествие и приключения. Вот что приходит на ум. Альбом «Золотого парня» Голден – самый продаваемый альбом в США. Чангук теперь является обложкой плейлиста Billings Club на Spotify, имея 7 миллиардов прослушиваний. Spotify выложили видео с Чангуком, как он получал свою тарелочку за 1 миллиард стримов на Seven. Тэхён превысил 7 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify. Южнокорейское издание
Таиландское издание Фэн разместило рекламу дня рождения Тэхёна на 112 смотровых площадках 18-й станции метро Бангкока. Прикрепляю видео, передаваемое со станции Пахон Йотин. Экран здесь большой, поэтому видеоаутентификации особенно много. Фанатка поделилась, как в сентябре видела Тэхёна на рынке. Однажды в сентябре я увидела Тэхёна на рынке Чжун-Анг, когда ехала в Каннын. Он покупал хлеб из кофейных зерен. Перевод Billings Club Spotify с Чангуком. Чангук сказал: чтобы отпраздновать получение этой награды за Seven, я выберу 7 своих любимых блюд прямо сейчас. Я люблю кимбап с тунцом, это должно быть в центре. Как вы, Арми, наверное, знаете, я люблю банановое молоко. Я хочу расположить это так. У меня было не так уж много возможностей отведать яйца в соевом соусе. В аэрофритюре это становится еще вкуснее, или вы можете съесть его, предварительно заморозив. У нас в Корее есть острые крекеры с креветками, но тут в Америке у них есть крекеры с креветками гачаинг, так что мне было любопытно попробовать. Счет начала Seven. Продюсер Бан Шихёк прислал мне песню для прослушивания, она была прекрасна. Я подумал, что это такая потрясающая песня, что если я все испорчу. Я не работал над альбомом, но после прослушивания Seven я вышел из перерыва. Мы бросились записывать музыку, снимать клипы и фотографии для альбома. Поскольку Арми ждали так долго, мы работали очень быстро. Когда я рос, мне не довелось поесть много вкусной еды. Это молоко, банановое молоко. У меня есть воспоминания о том, как я покупал это молоко и пил его после тренировок, когда мне его очень хотелось. Следующее. Знаете ли вы, что это? Кастелло. Эти два блюда великолепны на вкус вместе. Вот почему я выбрал его. Фанат, побывавший на фан-встрече друга Тэхёна, Пак Хёшина, поделился: «Я знал, что Тэхён красив, но когда увидел его на встрече, просто растерялся от его красоты. И он такой замечательный, что, несмотря на свой напряженный график, всегда находит время поддержать своих друзей». BTS Monuments Beyond the Star. Тэхён сказал: «Независимо от наших отношений с компанией, я хочу видеть улыбки наших участников». Чангук сказал: «Я думаю, что первые дни нашего дебюта были более трудными, чем дни до дебюта. Было ощущение, что мы постоянно бежим и идем, не зная, где пункт назначения». Кстати, в документальном фильме также будут преддебютные кадры BTS выпускного вечера Намджуна и Чангука. MTV пишет: «Единственное, что слаще печенье Чангук, его рекордный дебютный альбом Golden. На печенье. Лучшие недели продаж за все время кей-поп-солистов США». Реклама Селин в Сеуле выглядит масштабно и прекрасно.
Standing Next to You шестую неделю подряд входит в топ-10 чарта Billboard Global 200 Excl, занимая 10-ю строчку на этой неделе. Seven Чонгука на этой неделе занимает 8-ю строчку. Seven проводит 22-ю неделю в данном чарте в топ-10. Перуанские армии празднуют день рождения Тэхёна в Сакьюитоу Магико-дель-Агва. Проект от фан-клуба Тэхианпера. Поздравления можно увидеть на одном из самых больших в мире фонтанов Fantasy Fountain. Второе место. Это так интимно. То, как Тэхён смотрел на Чонгука. «Тэйкук, почему вы делаете это со мной?» Они оба засмотрелись друг на друга, можно сказать, залипли. Этот их жанр ног. Обожаю взаимодействие Тэйкук-Вэнпанман, такой откровенный флирт. Эти две фотографии просто вау. Чонгук и его мир. Ревность Чонгука. Обожаю такие моменты, когда Тэхёну достаточно одного прикосновения, чтобы унять бушующую энергию Чонгука. Они так влюблены и счастливы. Первое место. Любимое место для поцелуев.
Чангук и Тэхён уже неделю солдаты. Наверное, это была самая тяжелая моральная неделя как для них самих, так и для их близких. Дальше будут тяжелые физические дни, но нашим парням не привыкать. После их тренировок армия уже не кажется такой страшной. В общем, я верю в наших ребят. Они буквально тонут в своей любви. Мне жаль глупцов, которые упускают эти моменты счастья, веря в выдуманную ложь. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.